А вы знали, что Санкт-Петербург и Вологда находятся на одной широте 59 градусов? Но поскольку в Петербурге сейчас экономический форум недавно прошел и будет проходить чемпионат Европы по футболу, туда ездить, смотреть «Белые ночи» довольно затратное дело. Более бюджетный вариант — поехать в Вологду, посмотреть «Белые ночи» там. Время 12 часов ночи, полночь. Вот мы в Вологде. Время уже 2 часа ночи, начало 3-го. Но по ощущениям сейчас где-то 6, начало 7-го. Не знаю, как заснуть. Птицы вон летают. Да, птицы тоже думают, что утро наступило. Где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где? Приветствую вас на канале Орел без решки. Сегодня мы с вами прогуляемся по Вологде, посмотрим памятник 800-летия Вологде, заберемся на колокольню Софийского собора и посмотрим на город с высоты птичьего полета, и также посмотрим вологодские деревянные дома. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Приятного просмотра. Моим гидом по Вологде сегодня будет Елена. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. С чего мы с вами начнем? А мы начнем прямо с места основания города, с ленивой площадки, на которой мы и стоим. И по этому поводу здесь даже есть специальный памятник. Давайте мы его посмотрим. Ну вот у нас на памятнике обозначена прямо дата основания города и дата, когда поставлен памятник. В один год с Москвой, получается, да? Как бы да. Вот. Но здесь есть несколько секретов. Во-первых, как вы знаете, самая интересная информация всегда написана мелким шрифтом. Вот если мы сюда внимательно посмотрим, можете подойти прям посмотреть. Вы увидите, что написано мелким шрифтом. Скульптура, Ленинград, 1900. 69-й. 59-й, да, немножко затерялась. 59-й, то есть на самом деле памятник поставлен не в 47-м, как указано, а в 59-м, да, хотя 800 лет, если мы считаем от даты, указанной здесь, получается у нас 47-й год. Ну, так часто у нас бывает. Заложили, а потом еще 12 лет строили. Здесь есть еще одна хитрость. Это, собственно, дата основания города, 1147 год. Вы заметили, похоже, как у Москвы, да? Да, но на самом деле здесь есть хитрость, и она с этим тоже связана. Откуда появилась эта дата? Эта дата появилась в летопись. таком тексте, нет, не в летописи, в повести о чудесах Герасима Вологодского. Такой святой, появился он, ну вот канонизировали его в 17 веке, и чтобы канонизировать этого святого, как раз нужно было собрать информацию о чудесах, которые прижизненные или посмертные были. Вообще слово «город» само по себе означает, что это был укрепленный пункт. Вот если бы укреплений не было, оно называлось бы, не называлось бы городище, да, как у нас на табличке обозначено, называлось бы там селище. Городом в 17 веке было 3 значения у слова. Ну, как мы сейчас говорим, город Вологда, первое значение. Второе значение — это крепостные укрепления. Начали строить город, да, то есть крепость. И город — это то, что внутри, собственно, этой крепостной стены, то есть те, кто живут внутри нее, это они вот в городе, ну или те здания, которые находятся. Те, кто за пределами, они живут уже на посаде. С противоположной стороны у нас церковь Сретения 18 века, но колокольня, 2 верхних яруса, они позже, ну вот через 100 лет построены, да, нижний ярус остался более старый. Там интересно, если туда доходить, там такие изразцы есть, зеленые линии вот на самой церкви, если видите, горизонтальные, вокруг, ну и рядом двухэтажный домик беленький, это 1777 год, ночлежный дом. И он сейчас используется по своему историческому назначению. Это получается центральная набережная в городе. Да. Она всегда в таком виде была? Какая-то щебенка какая-то? Вы имеете в виду противоположный берег? Да, противоположный. Противоположный берег, это был скандал в 2019 году. Там был такой живописный рельеф. Но вот сейчас он такой ровный достаточно, да, он был более изогнутый, с травкой. То есть нужно было выкосить траву, кусты, привести все в порядок. Вместо этого нас сказали, что не жить, не быть, нужно 3 километра набережной в бетон до самого конца в бетон закатать. Вот. Даже был митинг у Софийского собора, очень много людей было, по некоторым подсчетам до 1000 человек.
То есть у нас не собираются столько на митинге. А тут пришло, что не надо этого делать. Вы закрыли дренажную систему историческую. Это можно по реке Вологда, да, прокатиться? Да, на пароходиках они катаются. Она сейчас не судоходная, прям вот какие-то грузы, хотя до середины 20 века была судоходная. Но вот такие пароходики, да, прокатиться можно до Приволжского монастыря. Они прям катают и обратно. Деревянная Вологда. Любимая моя тема, деревянная Вологда. Вот. Посмотрим несколько домиков, все не успеем, она у нас такими разрывами, застройка деревянная сохранилась. И начнем вот с этого домика желтенького. Я его называю дом с зайцами, потому что здесь в декоре есть 2 ряда прямо зайцев, такие уши, ну стилизованные, конечно, зайцы, вот, немножко такое упражнение на фантазию. А вон те, что ли? Да, нашли? Да, уши нашел. А вы сами из Вологды, да, здесь выросли, родились? Нет, я родилась не здесь, я приехала сюда в 2004 году. Сколько уже, почти 17 лет получается, да? Вот, я приехала сюда именно потому, что, то есть это осознанный выбор, не просто так сложилось, именно потому, что город исторически старый, то есть мне очень нравится жить, я живу в центре, в 5 минутах ходьбы отсюда, и мне очень нравится, я куда-нибудь иду, я прохожу через вот эти же здания. Чтобы часть истории себя ощущать, да? Ну, да, можно и так сказать. Вот. И вот домик, например, у нас такой перед глазами. Он достаточно старый, это 904 год, хотя по внешнему виду мы сейчас так не скажем. Есть такая старая фотография этого же дома, что называется «Сравните и найдите отличия». Да, это следствие ремонтов 70-х, 80-х годов, да, что вот такие балконы интересные, которые создавали красоту дома, они вместе с проведением коммуникации почему-то убирались, исчезали, и появлялись какие-то простые такие детали. И нам уже кажется все, ну какой-то вот поздний советский, наверное, барак, а на самом деле нет. Вопрос о мастерах, наверное, тоже вам интересно будет. Здесь вот есть центр, такой резной палисад, где все же спрашивают, где найти там, не Китай. А у вас есть что-нибудь не Китай? Вот здесь есть изделия мастеров, там прям сувенирная лавка, вот, но даже как такой объект посмотреть, что у нас могут люди в Вологодской области нынешней, вот туда стоит зайти. А чем вообще Вологда известна? Там, я знаю вологодское масло, песня вот эта, где ты моя темноглазая, где? Вот, а еще чем-нибудь? Ну, основное 3 как бы называют, если людей поспрашивать. Масло, кружево вологодское. Кружево еще. Кружево вологодское и наше, собственно, деревянное зодчество. Иногда оно проходит под рубрикой как раз резной палисад. Вот. Кружево плетут, масло делают, домики частично сохранились. Можно посмотреть, что у нас делают современные мастера. Посмотрите, приобрести, да? Посмотрите, приобрести, да. Вот. Каждый раз что-то новенькое появляется. Бирочки, видите, везде, на каждом даже фамилия мастера написана. То есть это все ручная работа. Да, Кузнецова. Да. Это церковь Варлаама Путанского, 18 век. На табличке у нас написано 1780 год. Но вот наш краевед Игорь Воронин, он нашел информацию, что просьба перестроить церковь и, собственно, информация о том, что ее перестроили полностью фактически, это 1783 год. Но она не действующая сейчас. А сейчас здесь реставрационные мастерские, здесь и в соседней Ильинской церкви. Домик начала 20 века, и видно конструкцию, то есть сруб, и вот такая боковая пристроечка, это, скорее всего, холодная пристройка, там просто вход лестницы. Ну, это тоже жилой, да, сейчас? Жилой, 2 квартиры на 1-м этаже и на 2-м. А есть в Вологде какая-нибудь пешеходная улица, аналог Арбата для молодежи, или парк какой-нибудь? Пешеходной большой улицы нет, есть небольшие куски возле универмага, каменный мост, то есть там вот прогуляться прямо нельзя. И у нас гуляют в основном по набережной, от памятника 800-летия, предположим, к Софийскому собору. Там красивые места, как мы видели, и когда появляются солнечные дни, которых у нас не очень много, лето, тепло, весь город вот буквально там. А правда, что вологодские комары злее, чем московские комары? Конечно. Конечно, мы их специально откармливаем к туристическому сезону и выпускаем на московских туристов. Церковь Ильи Пророка в Камени, 1698 год. Ильи Пророка, монастырь Ильинский, улица раньше называлась Ильинская, сейчас Засонимского. И здесь смотрите, какие
Тут все церкви, все закрыты. Ну, это тоже реставрационные мастерские, то есть это одна и та же организация имени Грабаря, кстати, они идут в филиал, по-моему. Вот, то есть это одна и та же организация в двух церквях. Это бывший Ильинский монастырь изначально. Ограничения наложены по там, высотности строительства, если это зона регулирования застройки, или вообще по строительству. То есть в охранных зонах строить нельзя. Вот здесь охранная зона. Да, строить нельзя. Но можно делать регенерацию среды. Такая формулировка есть. Это означает что? Что мы как бы сохраняем внешний вид. Здание новое, но вот общий вид улицы нам нужно сохранить. Вот. То есть что делают? Берут там фотографию или какую-то информацию о домах, которые были, делают по нему, но при этом у них появляется, из другого материала, да, и обшивают доской. При этом у них появляется большой цокольный этаж. То есть интересно же, из 2 этажей сделать 4. Был 2-этажный домик. Стал 4-этажный цокольный этаж большой, и еще в крышу загнали этаж, и поэтому очень часто карниз задраны такие. Как правило, если у входа мы видим 2 двери, это доходный дом бывший. Первую дверь открываем, на 1-й этаж попали, 2-ю дверь открываем, у нас лестница на 2-й этаж. Есть дом Засецких с изразцовыми печами, написано 19 век. Смотрим на таблички, если рядом висит QR-код, проверяем по QR-коду. В данном случае это вообще 18 век. Вот. Он построен до 1785 года, как раз здесь все указано. Вот. И назван по последнему владельцу, дореволюционному, Засецке. Николай Александрович его звали. Даже портрет покажу. Вот так он выглядел. Вот. Чем знаменит? Николай Александрович Засецкий родился, вырос в Вологде, закончил здесь гимназию, уехал в Петербург, выучился на врача, потом за границей учился, а потом уехал жить в Казань. В Казани был очень хороший медицинский университет, и он там работал профессором. В Вологду так и не вернулся, короче. В Вологду он так и не вернулся, да, и живя в Казани, будучи в Казани, он покупает этот дом. То есть мы даже не знаем вообще, бывал ли он здесь. Музей «Мир забытых вещей». Забытых в том смысле, что мы берем в руки предмет и не понимаем, что с ним делать, что это, зачем, как он использовался. Да, то есть такие вещи там расположены, вообще очень интересные, можно туда сходить будет, вот, вам рекомендую. Ну, а изначально это дом Пантелеева в середине 19 века. А где купаются местные жители? В Вологде не купаются, внутри в городе, куда-то уезжают за город. пределы. Да. Озера там, да? Озера, да, в верховье реки, на Кудрявское озеро, кто куда может. Потому что в самом городе, есть смельчаки, которые купаются, и даже зимой, но, в общем, не рекомендуется, потому что вода не очень И чистая. пляжей оборудованных нету, соответственно. Нет, пляжи человек найдет, если он захочет. Я имею в виду оборудование. Вот, оборудованных, да, но в первую очередь, потому что вода не очень чистая. Озеро Кубинское, вот как это выглядит. Это, я так понимаю, главный мост свадебный для фотосессии, он там замки эти. Да, замки тут периодически собирают. Ну, самое такое популярное место — это гулять в Кремлевском саду, фотографироваться. Вот, на фоне исторических достопримечательностей и красивой природы. А вообще это остатки рва, оставшиеся вокруг Кремля, который был построен при Иване Грозном. Вот. Немногие сейчас тоже это знают, но вот тем не менее. То есть прямо мы сейчас входим с вами по этому мосту в крепость. Конечно, мост был чуть дальше, примерно где тот мост с этой стороны. Но вот таким образом можно хоть что-то увидеть от нашего Кремля 16 века. Вот у нас ров. Дальше промежуточек между рвом и валом. Это на случай, если подойдут, чтобы нам было подстреливать их удобно, да, сверху. Вот. И, собственно, оставшийся кусочек вала вот здесь. Мы на него сейчас заберемся. Возьмем крепость приступом. Вот к вопросу, где вологжане гуляют. Вот здесь они и гуляют. Как видите, сидят, мороженое едят, крутят колесо. А я думал правильно сказать вологодцы. Вологжане. А какие в Вологде средние зарплаты? Ну, мне так вот сходу не сказать, но я думаю, где-то около 30, может, 20. Ну, местные в основном здесь работают или в других городах? А очень уезжают? по-разному. Есть люди, которые работают
по удаленке, например, да, с кем угодно, с там айтишниками, с Москвой, еще с кем-то. Есть те, у кого, конечно, нужно здесь находиться. Каких-то прям вот таких градообразующих предприятий у нас нет. А остатки языческой Руси-то остались на Вологодской земле? Ну, на земле, может быть, есть. Вот, некоторые их находят. Если очень захотеть, то можно. Вологда изначально город православный. Вот это видишь, когда в гугле вбиваешь Вологда, и сразу вот эта вот картинка. Да, вот отсюда вид. Значит, Софийский, Воскресенский, колокольня. Это самое старое здание, которое при строительстве Кремля появилось чуть позже, в 68-м начали. Вот. Но с ним связана вот эта знаменитая легенда про кирпич. Есть у нас такая, что вот Иван Грозный почему вдруг все прекратил в 71-72 году? Потому что он пришел в Софийский собор, и ему на голову упал кирпич, и он обиделся, решил, что это плохое предзнаменование. Но легенду, мне кажется, в нее никто не верит, но все ее любят повторять. Ну вот ты царь, ты ведешь себя как попало, как везде, да. Вот. Мы с тобой вроде сделать ничего не можем, но какой-нибудь кирпич тебе в голову прилетит. Ну, у нас народ любит такие предметы, поверья. Да, ну вот в этом, мне кажется, что-то есть в этом смысле, да, что имею в виду, если не людская кара, то ты царь, но... какой-нибудь кирпич тебя настигнет, да, помни о кирпиче. Софийский собор холодный был, теплый собор Воскресенский в 18 веке построенный, в оба. Колокольня еще позже построена, то есть у нас такая перекличка архитектурных стилей на одной площади. Там в основании 17 века колокольня, ее разобрали к 300-летию Софийского собора, и вот в 1870-м надстроили в таком неоготическом стиле. Это высокое здание в городе. В принципе, можно подняться на смотровую площадку и посмотреть весь город оттуда, что многие и делают. То, что у нас сейчас называют Кремлем, стеной обнесенная, это архиерейский двор, музейная территория, музейные объекты там находятся. За вашей спиной музей Кружева. Тоже, вот он открыт как раз. Что посоветуете посмотреть за пределами Вологды, Вологодской области, на Вологодской земле? Но если совсем рядом с городом, конечно, это Прилуцкий монастырь, Спасо-Прилуцкий монастырь, музей Семенкова, усадьба Брянчаниновых, усадьба Куркино. Если дальше ехать, все, конечно, едут в Кириллов и Ферапонтово, там памятник ЮНЕСКО. Есть хороший город Белозерск, есть хороший город Тотьма, есть хороший город Великий Устюг с множеством исторических зданий, памятников вообще глубокой истории. Спасибо. Забрались на самое высокое здание в Вологде. Тут можно посмотреть на город с высоты птичьего полета. Стоит это удовольствие 200 рублей. Софийский собор – самое древнее сооружение Вологды. Там кораблик экскурсионный идет уже в обратную сторону, возвращается. А это первое, что видят в Вологде, приезжая сюда на поезде. Вологодский ЖД вокзал. Слева от него также автовокзал. Если ехать на поезде из Москвы в Вологду, это займет 9 часов. На другой стороне вокзала вот такой вот памятник в виде паровоза в честь подвигов вологодских железнодорожников. Вологодское локомотивное депо было основано в 1906 году. Итак, время 22:17. Самое время заценить вологодские белые ночи не в дороге, а непосредственно на месте. У меня живут злые вологодские комары. Тут этот памятник, сами знаете кому, который есть в каждом российском городе. Там Вологодский Кремль. Это пешеходная улица в Вологде, Каменный мост. Улица называется не просто так, она проходит через сам непосредственно Каменный мост, который проложен над речкой Золотуха. Вологодский Арбат. Это у нас площадь Революции. Это зелененькое здание администрации города Вологды. Это здание городской думы
Вологда Российской империи. И в этом здании, когда здесь произошла революция, большевики его заняли. Это здание, и вот им здесь памятник, этим самым большевикам. Сейчас это здание является музыкальной школой для скейтеров. Все сделали, благоустроили, и вечный огонь здесь. Закончу я здесь, на каменном мосту. Тут у нас река Золотуха. Что сказать, как солнце заходит за горизонт, настает время комаров. Вологодские комары – это не миф. В самом центре города просто не дают тебе жить. Страшно представить, что творится за городом. Хочется отметить, что народу здесь не так много, несмотря на то, что это праздничные выходные, День России, 3 дня выходных. Народу здесь гораздо меньше, чем в том же Ярославле.